Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Канал базируется в городе Измаил, а это юг Украины и юг Одесской области. Составляем вот эти наши календари агрогороскопы по московскому времени. Поэтому через интернет, через Google очень легко определить свое время своей страны, своего региона по отношению к Москве. Сегодня мы рассмотрим календарь агрогороскоп зеленых операций в августе 2021 года. Знаю ваши пожелания и в первую очередь его выставляю, потому что уже вот-вот-вот очень серьезное время. В августе мы заняты тем, что готовим наши растения в саду к зимовке. И сейчас очень важно будет провести правильно в благоприятные дни прищипки, обрезки. Но давайте рассмотрим более подробно. Начинается месяц в знаке Телец. Смотрите, даже здесь красного ничего нету. С 1 по 4 включительно. Здесь у нас и Телец, и Близнецы. Знак стихии Земли и знак стихии воздуха. Убывающая Луна, причем 4 фаза, замечательное время для любых обрезок. Прищипки, обрезки, обломки, все здесь на любых растениях, на садовых, на цветочных, на овощных. Все здесь хорошо проходит, растения нормально себя чувствуют и раны очень быстро заживают. Ну а затем такой период очень опасный. Это время, когда можно заразить наши растения. И не только, конечно, надо всегда чистые инструменты, чистые руки, но здесь очень сильный поток воды. И это стихия воды. С 0 часов 18 минут 5 августа Луна уже будет находиться в знаке Рак. И здесь будет в 6 и 7 утром. Поэтому до 10 часов. Поэтому лучше вот эти зеленые операции не проводить до момента, смотрите, 5, 6 и 7 не проводите до 10 часов 32 минут, а лучше до 11 часов. Потому что есть переходное время, 3 градуса одного знака, 3 градуса другого, накладывается вот этот период энергии. И поэтому лучше после 11 часов, аж 7 числа можно будет обрезать. А вот здесь пропускаем, выходные делаем и себе, и растениям. Затем очень хороший период новолуния. Это замечательное время для того, чтобы обрезать любые растения. И тем более знак стихии огня, лев. У нас это 7 после 11 начнем обрезку и 8 все 24 часа. И далее 9 здесь прошу внимания, здесь переход уже в знак Девы. В знак Девы в 17:56. Но вы мне все время пишете, что как же так, вы говорите, в Деве нельзя обрезать, а черенки нарезаем. Вот есть исключение из правил. И вот это исключение из правил, это Дева, которая любит размножать цветочные декоративные растения, и не только, но вот любит она вот это, покровительствует этому делу, и, соответственно, у нас очень хорошо получается укоренение черенков. Но обрезки она не признает, я тем более уже пробовала столько раз, и растения очень болезненно относятся к этим операциям зеленым в это время. Поэтому смотрите, 9 постарайтесь с утра, если нужно что-то обрезать, желательно до 12 часов дня, а затем уже растение подготовится к переходу в знак Девы, здесь даже будет время Луны без курса, но это не влияет. Самое главное, что нужно будет подготовиться растениям и в Деве спокойно пройти этот период без обрезок и без любых зеленых операций, прищипок и так далее. И это будет длиться 10 и 11 практически до конца суток, потому что аж в 23:08 Луна перейдет в знак Весы. Это у нас уже начинается растущая Луна. Но вот нужно уловить вот этот момент, еще после растущей Луны, еще вот этот знак можно использовать Весы, знак стихии воздуха 12 и 13. Можете удалять еще любые части садовых, ну и других растений, овощи, цветы, все вот здесь можно делать. Но особый акцент делаю на садовых, потому что растущая Луна, далее будет период, когда нельзя уже в саду заниматься любыми обрезками. На растущей Луне растения очень медленно потом погибают, болеют и погибают.
Итак, 12-13 для садовых растений еще хорошее время для любых зеленых операций. Ну а затем для любых растений любые обрезки и обломки нельзя проводить, потому что уже 14-15 Луна будет в знаке стихии воды, в Скорпионе. А в Скорпионе нельзя проводить зеленые операции. Очень сильный ток воды. Каждая клеточка получает большое количество питательных веществ вместе с водой. И в это время, если попадает какой-то вирус, инфекция, очень быстро перемещается по всему растению, и растение все инфицируется. Будьте внимательны, поэтому вот запомните, запишите 14-15 не проводим никаких зеленых операций. 16, 17 и 18 утром это время Стрельца. Это огненный знак, который, не любит он сильно, чтобы в саду, вообще в саду, чтобы обрезали. Тем более, что это растущая луна, и у нас уже скоро полнолуние. Поэтому только по необходимости обрезаем овощные и цветочные растения. Смотрите, цветочные растения 17-18 еще утром. Зато уже 18-19 можно нарезать черенки, хотя это не дева, но это дальше смотрите. Ни в коем случае это опасность, сожженный путь полнолуния. Полнолуние не имеет значения какой знак, а вот здесь очень опасно для, все эти зеленые обрезки для растений, для любых растений. Поэтому вот у нас заканчивается хороший период для обрезки овощных и цветочных растений. Только, видите, пишу удаление овощных и цветочных растений, удаление любых частей. И нарезка черенков, потому что это козерог, знак стихии Земли. Это дни корня. Можно использовать 18-го после 10 часов и 19-го все 24 часа. 20-го уже не используем никакие зеленые операции, не делаем. Ни большими, ни маленькими ножницами не режем. И это будет продолжаться 21-го, 22-го, 23-го, 24-го. Здесь даже наложение идет. И полнолуние несет опасность для обрезки. И плюс еще и в знаке рыбы уже 22 августа будет находиться Луна с 15:43 и до почти, получается, до 21 часа 58 минут 24 августа. Вот такое время, видите, длительное, но надо подготовиться и просто в это время не обрезать. Ничего страшного. У меня вот остались сейчас растения в теплице недостриженные. Ничего, пусть пасынки растут, чуть-чуть меньше урожай получим, зато растения будут здоровые. Самое главное – здоровье растений. Зато уже 25-го, 26-го уже вышла Луна из сожженного пути полнолуния. Это знак стихии огня, Овен, очень хороший знак. Но здесь еще воздействуют энергии полнолуния, поэтому только овощные и цветочные растения обрезаем. Для них будут благоприятные зеленые операции. Зато уже в Тельце, вот этот период, когда все подряд, видите, пишу 27, 28, 29, но 27 и 28 утром 29 до обеда желательно нарезка черенков. Очень хорошо нарезайте любые черенки, любых растений укореняете. Ну, а удалять любые части садовых, овощных, цветочных растений можно вот все эти дни и даже до конца месяца. Почему? Потому что далее у нас Луна будет находиться в знаке Близнецы 30 и 31, а это значит и убывающая Луна, удаление любых частей садовых, овощных, цветочных растений. Вот такой у нас календарь агрогороскоп зеленых операций в августе 2021 года. Его подготовили для вас, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале.